Всем привет! Такой объективчик есть. MC Zenitar K2. Он просветленный, мультикаутинг, как тут написано, мультипросветление. Он очень хороший, я его сравнивал вот с этим объективом Zeiss в прошлом видео. Вот здесь вот ссылочка будет, если кому интересно. Вот с этим объективом Zeiss я его сравнивал. Там есть сравнительные фото. Он очень хорош по резкости, ну, мне он нравится по резкости, скажем так. Вот. И мне что не нравится, у него какой-то нестабильный контраст, и он падает как-то в разные места, ну, в зависимости от сцены, как-то странно. И я думаю, это из-за того, что внутри очень много блестящих элементов, и торцы линз, скорее всего, не покрашены, и существует переотражение внутри, и даже мультипросветление линз не спасает. Что я хотел сейчас сделать, попробовать? Ну, полностью его разобрать все линзы, покрасить торцы линз, почистить все полностью, все линзы почистить, чтобы ни пылинки не было. У меня есть микроскоп, под микроскопом всю пыль удалю. Ну и посмотрим, как он будет снимать. Возможно, возрастет резкость, я надеюсь, но хотя не факт. Там сравнение в этом видео, сравнение с вот этим вот панколаром, там вы увидите, что на углах вот Зенитар, конечно, хуже, чем вот этот получше. Ну и этого с 1.8 уже резкий, а этот на 2 вообще, ну, очень плохо. Ну, как очень плохо, как какой-то такой, ну, софт-эффект. Может быть, иногда это даже хорошо для каких-то кадров. Ну, давайте приступим, посмотрим, как у меня это все получится. Ну, сначала мы его разбираем. Итак, приступим к разборке. Разбирается он очень легко. Берем просто отвертку и все это разбираем. Все очень просто. Так, снимаем сначала переходник. Так. Переходник с K-байонета на Helios. Ой, на EOS, извиняюсь. Так, ну и дальше разбираем все, что разбирается. Ну, разборку начинаем с откручивания байонета. Так, тут всего 4 болта. Здесь у нас пружинка диафрагмы. Ее надо снять. Вот. Ну и дальше разбираем все, что разбирается. Вот этот вот снимаем колечко. Управление диафрагмой. Вот. Снимается сама это. Аккуратнее, не потеряйте шарик. Стопор вот такой вот он маленький здесь есть, имеется. Так. Откручиваем вот это вот кольцо.
Вообще разборка очень простая, просто надо помнить, где что было. Потом поставить это все на место. Все очень просто. Для начала, когда вы только начинаете заниматься разборкой каких-то вещей, рекомендую фотографировать, как это было в собранном виде, чтобы потом можно было понять, куда что входит, прикрепляется. Так. Ну вот заднюю линзу я буду откручивать вот таким приспособлением. Развожу сколько нужно. Откручиваю. Ну вот я ее стронул уже здесь. Нужно так. Вот эту стопорную шайбу. Обратите внимание, вот эти линзы, когда вы вынимаете все линзы, обратите внимание, чтобы той же стороной вставить, потому что изгиб, возможно, вам покажется одинаковый, но на самом деле он может быть немного другой формы. Вот. И если ее перевернуть, то возможен какой-то эффект другой, то есть потому что вы измените оптическую схему и лучи неправильно будут внутри распределяться. Вот. Некоторые даже на самом деле переворачивают линзы, чтобы добиться какого-то эффекта художественного. Ну, мы сейчас не будем ничего пытаться добиться, мы просто запомним, как они стоят. Вот я кладу ее так вот, как она есть. И запоминайте, как они расположены были. И обязательно это делать в каких-то перчатках, ну, чтобы просто потом меньше чистить линзы. Вот это линзоблок весь. Вот это крашеная штука. Это нормально. И потом мы под микроскопом все это будем проверять, смотреть. Задний блок линз вынули. Теперь передний блок. Ну, это я просто вот пинцетом откручу эту штуку. Очень аккуратно, не торопясь, чтобы не повредить линзы. Если поцарапаете, то назад дороги нет. Это ничем не полируется никак, потому что это просветление здесь есть. Так, здесь еще блок. Но здесь это просто все вставляется. Давайте вот так вот перевернем и вынем. Вот здесь линз не осталось, здесь только диафрагма. Но это потом продуем грушей все, чтобы не было пыли внутри. Вот этот блок, он в принципе собран, но мы его тоже разберем до линз. То есть вот это вот тоже надо открутить. Так, сейчас посмотрим. Да, вот откручивается.
получилась эта штука. Так, вот, значит, вот так вот они собраны. Значит, также их назад нужно и будет и собрать. Вот, вот такой последовательности. То есть передняя, выпуклость снаружи у нее, потом проставка. Вот так вот она идет. Я их так и раскладываю. Потом следующий блок, вот, склейка линз. И все. Ну все, сейчас будем их подготавливать к покраске и красить. Потом чистить и далее. Так, ну вот я посмотрел, в принципе, вот эти два передние и задние линзблоки склеенные. Они закрашены. Закрашены хорошо матовой краской края. Но все равно вот то, что я видел внутри, вот это какая-то белая полоска, это и есть место склейки. Я не знаю, почему оно так блестит. Видимо, они обработанные края были не точно. И там какие-то фаски есть. И когда их склеили, то эти фаски, они не плотно прилегли. И сейчас они дают такое отражение. Вот с этим сделать ничего уже нельзя. Это и в этой склейке. Вот эта склейка плохо прокрашена. Вот на свет я смотрю, и я вижу, что она прокрашена плохо. Да, это надо, вот эта задняя линза. Вот эта задняя линза, она склейка линзоблок. Он прокрашен плохо. Да и передний нужно подновить, наверное, окраску. Не знаю, стоит ли. Посмотрим под микроскопом, если стоит, то сделаем. А я подготовил линзы для закраски, переднюю и заднюю, которые вообще не окрашенные. Но я просто взял малярный скотч и заклеил переднюю и заднюю часть, переднюю и заднюю. И торец я покрашу, у меня есть аэрозольная матовая краска, черная. Вот. Но если сами будете делать, я рекомендую взять не просто малярный скотч, а непромокаемый есть малярный скотч. Вот. Ну, я просто эксперимент. И даже если что-то там попадет, я спиртом смою, но желательно, конечно, чтобы вообще на просветление ничего не попадало, ничего не смывать. Вот эти две линзочки я заклеил с двух сторон, оставил только торцы. У меня есть такая вот опасная бритва, старая, но заточенная хорошо. И я вот так вот как бы это все срезал и оставил торцы. Вот. Таким образом. И сейчас закрашу и посмотрим, потом соберу, посмотрим, что будет, что мы получим в итоге. Так, ну вот решил все-таки все линзы заклеить, потому что вот это затемнение все-таки очень плохое, но свет пропускает. Ну, может и это ничего, но вот там, где эти линзоблоки стоят, вот эта штука сама, она хоть и черная, но очень блестящая. Это пластик такой блестящий. Может, его и внутри надо было покрасить. Вот. И может быть и так даже лучше было бы. Просто покрасить изнутри и все. Но я решил все-таки линзы покрасить на эту штуку, вот, которая очень отражает. Не знаю, тоже может быть. Это пластик, я не знаю, как он краску воспримет. Лучше, наверное, его не буду трогать. Линз, хватит линз для этого эксперимента. Посмотрим, что получится. Ну вот, получились такие вот закрашенными краями линзы. Эти я подновил просто края. Да, немножко подновил.
Ну, сейчас соберем и посмотрим, как это будет снимать. Ну, что вам сказать. Ну, перебрал я объектив этот, покрасил, но это на самом деле ерунда все. Не нужно было вообще ничего разбирать. Вот, сейчас он уже, этот объектив, в мусорном ведре. Ну и, собственно, вот результат. Ну, как я сказал, это нужно для того, вот эти все переборки, разборки объективов, просто для, не знаю, наслаждения. Вы должны быть готовы, что вы можете выбросить объектив просто и все. Ну и не стоит брать какие-нибудь дорогущие объективы, там, не знаю, за сотни тысяч, и разбирать их. Вот. Особенно линзблоки. Даже под микроскопом, если чистая комната у вас, и при этом вы обязательно должны иметь безворсовые швабры и специальную жидкость, которая не реагирует с просветлением. Ну, спирт этиловый, в принципе, ну, я не видел, чтобы он разъедал там что-то, но мало ли. Вот. Что еще? Ну, вы должны быть готовы к тому, что когда вы разбираете или чистите одну линзу, не знаю, второй час, и она никак не очищается, все еще какие-то пылинки, швабры оставляют ворсинки, хотя не должны. Вы должны быть к этому готовы и должны быть готовы к тому, что у вас просто кончится терпение, и вы готовы будете все послать и, не знаю, все выкинуть. Вот. Вот для этого и нужно эти разборы, чтобы вы учились терпению и учились доводить дело до конца. Я не люблю оставлять разобранное все, но, допустим, бывает, что не получается разобрать и собрать за один день. Тогда лучше оставить все на столе, но как-то, не знаю, закрыть это все чем-то. Идеально это какой-то короб сверху накрыть, чтобы ничего не... все осталось на своих местах. Потому что при разборке у вас все-таки какая-то имеется, ну то есть вы кладете в определенные места, какая-то зависимость есть от разборки. То есть и вы помните, где, что, как вы разбирали. Вот. Потом, если вот питомцы есть, то они могут все это снести, и тогда будет не очень приятно. Особенно все это будет на полу в волосах, в собачьих, кошачьих и так далее. Вот. Ну вот основные причины, для чего разбирать, это просто понять, как устроено, просто получить удовольствие от разборки, попробовать себя, смогу ли я разобрать, собрать, и смогу ли я при этом как бы научиться очень аккуратно, кропотливо. Это как, знаете, это почти как работа часовщика. Я разбирал, допустим, часы командирские. Командирские их удобно разбирать, они большой механизм. Ну, естественно, или лупа, или микроскоп. И это очень кропотливая работа. То есть мелкие детали, нужна как бы неторопливость, нужно время на это, точные движения. Но движения не особо нужно точные. Главное не торопиться. И огромное терпение. Вот это этому и учат терпению, усидчивости. И это интересно. И интересно, если вдруг у вас со временем это получится и начнет получаться. И почему бы нет? Вот. А какие-то дешевые объективы можно найти свободно. Или, допустим, на Авито куча там, камер, допустим. Ну, я вот, допустим, электроникой занимался. Мне интересно было камеры. Я одно время покупал, дешево как-то попадалось, полурабочая Минольта, например,
МЕ, по-моему. МЕ, по-моему. Это металлическая такая хорошая, до 1000 там затвор. А затвор уже такой ламельный. Вот, и вот приходилось как бы разбираться, находить материалы в интернете. Сейчас в интернете найти можно что угодно. Вот, и все это вот перебирать просто для удовольствия. Вот. Так что дерзайте, пытайтесь все это разбирать, собирать. Но только помните, что максимум вы можете это все выбросить. То есть вы должны быть готовы морально к этому. Вот. Ну а если понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Постараюсь почаще что-нибудь придумывать интересного. Ладно, всем пока. Спасибо.